Бегите! В замок молния ударила? Люди! Замок Люди горит! добрые! Люди! Бегите! Горим! Пожар! Бегите! Опять нажрался. Ну, конюшню подпалил. Успокой его. Ослин! Где Ослин? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Барон как ошалеет. Так пощады не жди. У меня брат в конюшне! Спасите его! Не то живьем сгорит и он, и кони! Попробую. Быстрее! Ну, что теперь? Будешь мне еще за водкой морду кривить? Похоже, дождь собирается. Это ты меня будешь Твою мать, сколько дыма. Надо торопиться. Сюда! Сюда! Я выйти не могу! Кровля завалилась! Я тебя сейчас заберу. Ну, славная работа! Вот он, герой! Вот тебе от меня за это бочка лирийского... Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? За Тимерию! Они убежали от тебя, так? Врешь, пидор! Гляньте, дерутся! Надо поговорить.
Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался, и побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь, не сейчас. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила, охотилась, иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен. Ты с самого начала знал, что они сбежали. Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты б меня размазнёй считал и ни хера б не уважал. Теперь это не имеет значения. Я знаю, как их найти. Как? Я знаю о младенце. Анна, я... Да все было не так, как кажется. Ну так я слушаю, говори все как было. Только на этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Хер ты что можешь знать? Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Ну, угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил, налетел на стол. Ну, разлил вино и поскользнулся. Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал. Мы упали, я уж думал, все, схватил ее. Она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери. Она в комнату не входила точно. А жаль.
Тогда, может, иначе бы все сложилось. Я на нее едва взгляну, и сразу как-то спокойней становится. Что было потом? Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню, а Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком к горлу подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там, маленькая, беззащитная, на окровавленных простынях, мертвая. Из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Ну, не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет, и все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Возьми себя в руки. Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко. У тебя сердца нет. Для того нас и подвергают мутациям. Впрочем, есть и хорошие новости. Твой мертвый ребенок поможет найти живого. И твою жену. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в чура. Это такой... дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожея. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Я пока не знаю, что делать. Делай, что хочешь. Только избавь мое дитя от страданий. Прежде всего, Игошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопаю эту самую могилу под порогом. Она и так и эдак пригодится. Если превратить Игошу в чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Сначала мне нужно кое с чем разобраться. Только ты поторопись. А мне-то что делать? Проспись.
Ну и как? Ты готов? Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. Взять лопату? Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной. Имя ребенку дали? Да нет. Где там? Это зря. Имена — сильные магические печати. Это здесь. Отлично, это место выбрал. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что и Гоша вышел на охоту. Смотри! Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голоса, не то растревожишь его. Пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Я успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Боги мои! Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чура. А, черт! Голодные призраки. Они чуют и Гошу. Клянусь могилой матери. Сделай что-нибудь! Нехорошо. Он вертится. Сейчас вырвется. Фух. Успокоился. Но... А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью.
все больше, надо спешить. Ну так давай! Я не собираюсь ждать, пока нас сожрут! Сука! Опять тоже! Получилось. Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Что теперь? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, Дея. И признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких «но». Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Игоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь
и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Эй, белоголовый, думаешь, в 2 меча выстоишь против 40? Колдовство! Не убивайте! Похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Здесь уже побывали трупоеды, но все равно стоит взглянуть. Надо осмотреть труп лошади. Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время.
Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше. Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать, худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вронницах у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне, привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на 2 локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило, но наконец они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом, а крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжиг? Как клеймят скот? Ну да, только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились.
Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи выскочило чудище. Огромное, что твой сарай, рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала: настал час войны и презрения, час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить, потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром.
нас прямо на Новиград. На! Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Держись от меня подальше. Не шали. Грамота есть? Нам бумаги без надобности. Мы сами из Новиграда. Коренные жители. Такие, как ты, только болезнь. Наслаждайся жизнью, Паразитизм покуда и можешь. дезертирию. Слава королю Родовиду! Иди, откуда пришел. Вечный огонь с тобой. Крутой выискался. Слава королю Родовиду! Что-то не верится, что Нэнки чарами промышляла. Какая милая старуха. Черный кот у нее был? Был. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. А что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчетов до ручной ворки. Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. А бумаги-то как раз и нету. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас милздарь Войцех прислал?
Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милсдай. Я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Ты права. Твой отец дрянной человек. Я рада, что в этом мы согласны. Только зачем ты ему тогда помогаешь? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Этакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно, пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула, скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна.
Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате. Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Рад, что ты знаешь, кто я, а сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками, на службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься? Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный огонь — лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае, остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго. Скука. Как там дела? Иду. Только мне все равно крышка. Что, война? Не совсем. Как там в сказке было? Это у рыцаря были белые? Что там Какого не верится, дьявола? что Нэнки чарами промышляла. Такая милая старушка. Черный кот у нее был?
Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера Ну. вот целое. Пора бы шкуру спустить. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам в благодарность. Скажу, все скажу, где по краже спрятана. А, твои дружки давно уже добычу поделили. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые.
В Зарекане их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Дее. Эх, но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Да, мы говорили пару минут. Она позволила передать тебе, что с ней все в порядке. Когда она вернется домой? И что она к тебе не вернется. Как это не вернется? Но я тут все для нее приготовил. Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Туссент, а она не вернется. Чем скорее ты с этим смиришься, тем лучше. Посмотри правде в глаза. Ты был не самым лучшим отцом. Правда, не самым, но я изменился. Если бы только она вернулась. Если бы они обе вернулись. А может, еще не все потеряно? Говоришь, она в Оксенфурте? Вдруг она еще там и согласится меня выслушать? Я бы на это не рассчитывал. Я попытаюсь. Я должен. Без нее и без Анеты в моей жизни нет смысла. Мне терять нечего. А об Анне ничего случайно не узнал? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Я не ведьмачка. Просто я там выросла. А мечом машешь так, что я бы даже поверил. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. Хреново дело.
Что это ты в лице переменился? Баба испугался? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Давай! Быстрее! А ну покажи ей! Давай, давай! Твой меч почти мой! Не дождешься! Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю! Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Есть настроение перекинуться в Гвинт? В Гвинт сыграть у меня всегда есть настроение. Тогда сыграем?
Ну, не то, чтоб ты был совсем говенный игрок, но тебе надо над техникой поработать. Загляни как-нибудь, сыграем еще партейку. Ну, с чем пришел? Есть настроение перекинуться в гвинт? В гвинт сыграть у меня всегда есть настроение. Тогда сыграем?
Ну, не то, чтоб ты был совсем говен. Ну, с чем пришел? Есть настроение перекинуть? В Гвинск. Тогда сыграем?
Ну, не то, чтоб ты был совсем... Так тебя через пятак. Пойдем уродину покормим. Кто-нибудь с голоду свои сопли жует. Неохота. Мужики, может на эту чудищу поохотиться? На щербатую Кузнецову дочку, что ли? В общем-то, можно. Да? А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? Упердывай отсюда! Сразись со мной! Шевелись, плотва. Так что? Как тебя Сейчас бароном привезут любит, мешки Плутон с проучит, мукой не для будешь такой победителя. заносчивый. Никто не хочет испытать удачу. Я как пошла за хворостом в лес. Фу.
с места! А то сейчас с остальными мертвяками... Не давайте ему продохнуть! Он колдует! Этот ублюдок колдует! Убью мутант! Тебя спустим. Снова у меня тот же сон был. Бах! Иду я Храма! через лес. Бахрама! Думаешь, и ведет он к тому старому дереву на пригорочке. Знаю я и пригорок этот, и шепот. Зло Убьет страшное. всех чудовищ! Всех! Простокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Покажи, чем торгуешь. Бывай. Не смотри на меня так. Давай.
Ну что ж, как угодно. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка. Бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Васик? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся.
Ничего больше. Сплошная брань. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. Что тут чужому делать? Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный.
Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это взаперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Я иду искать. Я тебя нашел. Не прячься. Вот ты где. Нечестно. Я всегда выигрываю.
Я тебя вижу. Выходи. Повезло тебе. Я нашел вас. Всех до одного. Но меня последний. Пойдем к домику. Скажем, что я поддавалась. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду, других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Что тут такое? Кто сказал гузно? Нехорошее это слово. Нехорошее. Не плачь, Ясенька.